Итак, дорогие друзья, этот ритуал можно использовать людям, которые часто путешествуют по морям, или тем, которые работают на корабле, либо являются капитанами корабля, либо помощниками, а также тем людям, у которых родные и близкие работают на кораблях, то есть часто выходят в море или в иные просторы водные, не обязательно морские. Что-то тут прицепилось. На речном транспорте люди, которые имеют привычку плавать, купаться, люди, которые имеют, в общем, имеют связь с водой, у которых очень часто работа вообще связана с водой, и люди, которые пользуются плодами моря, реки, для рыбаков в том числе, то есть имеют непосредственную близость к водным просторам. Вот для этих людей можно провести этот оберег. Если вы проводите для себя, то вам нужно поставить чашу с водой, синяя свеча, синий алтарь, желательно, если не найдете, то черную ткань. Далее, если вы проводите для себя, вы называете себя, свое имя, и в своем лице проводите этот ритуал. В конце выпиваете воду как в знак уважения к водной стихии. Если вы проводите для близкого человека, положите его фото, точно так же поставьте воду, проведите, но воду не пейте, воду потом вылейте. Вылейте хоть куда, потому что водное пространство, оно едино и соединяется. Поскольку вода, она едина по всей планете, неважно, это вода питьевая, либо морская соленая вода, то есть пресная или соленая, в любом случае водное пространство и повелитель вод один единый. В данный момент я думаю, что мы можем воспользоваться силой того божества, который является повелителем, да, Богом всех морей и всей морской знати. Это Посейдон, Нептун. Поскольку моряки сами верят в то, что море может и наказать, может и помочь. В древние времена вообще моряков считали колдунами. Это люди, которые надеются на удачу. Знаете, такие джентльмены удачи. Их, например, морских разбойников точно так же называли, потому что их удача зависела от моря, от капризов моря. И они знали определенные заклинания, они знали определенные вещи, которыми пользовались для того, чтобы задобрить море. Например, выливали в воду вино, кидали туда монеты, цветы, задабривали море. Отсюда и традиция кидать цветы, венки в воду и прочее, прочее. Задабривать – это жертвовать чем-либо определенной стихии, понимаете? Так вот, в данный момент мы воспользуемся двумя силами. Это царицей морей, которая является определенный дух-хранитель моряков. И вторая сила, которая будет нами призвана, это именно повелитель морской глади, к которому непосредственно обращаешься для того, чтобы оберегать себя или человека, который в море. Итак, если вы для другого человека проводите, ставите воду, синяя свеча, синий алтарь, либо черный алтарь. Если для другого человека воду выливайте, если для себя выпиваете воду. После того, как вы провели, на следующий день покупаете вино, можете открыть дома, относите к любому пруду или к речке, что у вас за водное пространство рядом, и выливайте полностью это вино со словами «жертвую Посейдону во имя такого-то человека» или «во имя себя». И все, и можете спокойно отправляться в путь, в морское путешествие, либо если у вас, скажем, ваш близкий человек
находится в море или работает на корабле, уже говорила, либо на его имя. Выливая, говорите, жертвую Посейдону во имя вот такого-то человека, да? Все. Оставили эту бутылку или с собой забрали, выкинули, но вино вылили туда. Постарайтесь взять хорошее вино, не скупитесь, потому что духи, боги, они прекрасно разбираются в качестве, в цене и лучше вас знают, насколько человек хочет, насколько готов жертвовать и насколько он их уважает, настолько он и получит обратное. Итак, начнем. Читать это нужно 7 раз, потому что у каждой стихи есть определенное число. Число, которое подходит для него. Я не буду все объяснять, все говорить, потому что, не считаю нужным все подряд говорить. Просто сделайте, как я говорю. Иногда я устаю и не все помню, что хотела сказать, что надо было, иногда пропускаю что-то. Вы просто сделайте, как я вам советую и говорю. И зачем, почему, не стоит спрашивать. Просто так надо, и все, и оно сработает. И обновляйте этот оберег раз в месяц. Кстати, люди, которые на кораблях в данный момент, они тоже могут у себя это провести, не отходя от кассы, скажем так. Там-то вылить вино, я думаю, что не составит труда прямо в море. Зато у вас будет спокойная работа, понимаете, без лишних бурь, без штормов, без страха, без ничего. Если еще и рыболовством занимаются, то рыба, конечно, будет обильная. Часто жертвуйте Посейдону, и вы увидите результат. О духе вод и водных просторов, о царица водная и повелитель морей Нептун Посейдон, оберегайте меня от волн и от ураганов, от ветра и от тумана, от препятствий и подводных скал, от всякой беды напасти на море. Живая пойду и живая выйду вскоре. О, душа морская, сопроводи меня, оберегай, охраняй, всякое зло от меня прогоняй. Да будет мой оберег крепким, да будет мое слово цепким. Себя в море оберегаю от беды и напасти. Да будет так, заклинаю. 7 раз сказали, выпили эту воду. Знак уважения к водной стихии. Потушите свечу синюю, потом будете пользоваться, опять же, для того, чтобы попросить. Да, для тех людей, у которых нет возможности найти синюю свечу, или тех, которые на кораблях находятся, можете использовать и белую свечу, поскольку волна бывает и белая, и морская пена белая. Ну, в общем, цвета моря. Вы меня поняли, я надеюсь. Всем удачи, и пусть все корабли, самолеты и поезда вернутся домой живыми и невредимыми. Всего доброго.